Добрый день, коллеги! Солената– темная версия в этом видео с ферментированным солодом и слегка оптимированное приготовление. Молочная сыворотка 200 мл, вода холодная 450 мл, и это у нас будет жидкость для заваривания. Если у кого-то нет молочной сыворотки, то просто берем 650 мл кипятка. Ну, а я пока подогрею всю эту смесь до кипения. Компоненты для заварки: 90 грамм обойной ржаной муки, 30 грамм ферментированного солода, 8 грамм тмина, это у нас будет основная заварка, и 180 грамм обойной или цельнозерновой ржаной муки в качестве катализатора осахаривания. Всего в заварке 270 грамм муки цельнозерновой ржаной и 30 грамм ферментированного солода. Кипяток добавляем в несколько приемов. Ну вот тут я поменял насадки, чтобы лучше было перемешивать. И размешиваем все до исчезновения комочков. Заварку я готовлю по Плотникову и Колесникову, 1940 год. Проверяем, чтобы температура смеси была не выше 70 градусов Цельсия, но обычно в таком малом количестве после замеса она будет гораздо меньше. Добавляем оставшиеся 180 грамм обойной или цельнозерновой ржаной муки и хорошо перемешиваем. Треть от муки заваривается, а 2/3 выступают в качестве катализатора. При таком способе приготовления мы сможем извлечь из муки большое количество сахаров при осахаривании без применения белого неферментированного солода. Время осахаривания минимум 4,5 часа при температуре 63-65 градусов Цельсия. Термофильный стартер 50 грамм добавляем к остывшей до 50-53 градусов Цельсия заварке. Для тех, кто смотрит мои видео впервые, но хочет испечь латвийский кисло-сладкий хлеб заварной и при этом совершенно не понимает, что происходит сейчас на экране, не расстраивайтесь, пойдите в описание к видео и почитайте информацию, которая там приведена в ссылках. Это вам поможет понять то, что сейчас происходит. Повторять я это не могу каждый раз, слишком много информации, поэтому читайте. Накрываем пленкой заварку и заквашиваем в течение 18 часов при температуре 50 градусов Цельсия плюс-минус 2 градуса. Заварка с ржаным ферментированным солодом, заквашенная термофильными бактериями Дельбрюки, имеет в своем аромате ноты чернослива. Вот так бы я это охарактеризовал. То есть без ржаного ферментированного солода у нас яблоки, а тут чернослив. Вкус у заварки кисло-сладковатый. Оставляем термофильную закваску остывать. Сбраживается термофильная закваска при помощи кусочка спелого теста весом в 100 грамм и при помощи 2 грамм хлебопекарных дрожжей, разведенных в 10 миллилитрах воды. Как приготовить спелое тесто, которое является по сути закваской, смотрим в описании к видео. Откуда берутся бактерии и микроорганизмы при приготовлении заварки аутентичным методом в деревянной бочке в первый раз, когда бочка у нас новая? Мука заваривается в бочке, после чего сверху она присыпается толстым слоем муки, чтобы предотвратить плесневение. И вот именно из этого слоя и развиваются термофильные, а вполне возможно и мезофильные бактерии, поскольку его температура будет уже не такой высокой, как температура самой заварки. Время сбраживания от 4 до 4,5 часов при температуре 30 градусов Цельсия. Готовлю я из 1 килограмма муки
при этом спелое тесто идет дополнительно к общему весу муки на выпечку. Соль от 15 до 20 грамм и сахар от 40 до 80 грамм. Я дал 60 грамм сахара, 40 грамм это слегка сладковато, 60 грамм это уже умеренно сладковато и 80 грамм это будет уже сильно сладко. Мука ржаная обойная 600 грамм и мука пшеничная первого сорта 100 грамм. Ну, либо можно взять целиком 700 грамм ржаной цельнозерновой или обойной муки. Замешиваем тесто мягкой консистенции, расчетная влажность, сейчас его на данный момент 70%. Ну, я влил туда еще около 30 мл воды для того, чтобы достичь той консистенции, какая, на мой взгляд, является хорошей консистенцией теста для подового хлеба. Вот так вот выглядит тесто и его консистенция на подовый хлеб. Для тех, кто хочет испечь без добавления хлебопекарных дрожжей, то спелое тесто размешиваем сначала с половиной термофильной закваски, выбраживаем 3 часа, после чего перемешиваем с остатками. Можно это делать, естественно, все в одной и той же емкости. И выбраживаем до развития хорошего дрожжевого брожения в течение, наверное, еще 3 часов. Температура брожения теста 30 градусов Цельсия, время брожения от 90 до 100 минут. Термофильный солодовый стартер можно разводить каждый раз заново перед выпечкой, на что уходит от 36 до 48 часов, а можно освежать его и хранить в холодильнике. В холодильнике он хранится минимум месяц без освежения. При освежении осахариваем 40 грамм солодовой дробины в 160 мл воды при температуре 65 градусов Цельсия, периодически помешивая в течение 3 часов, после чего заквашиваем это 50 граммами старого термофильного стартера. Время заквашивания 18 часов. Ну а тем временем проводим окончательную расстойку тестовой заготовки в тепле в течение 50-60 минут. Если вы действительно хотите печь латвийские ржаные заварные хлеба, так как в Латвии, чтобы вкус и аромат были такими же, то, к сожалению, у вас нет выхода и вам придется работать с термофильной закваской. К сожалению, без термофильной закваски вы никогда не сможете получить необходимый аромат. Смазываем тестовую заготовку жидким тестом, 25 мл воды, 30 грамм теста, накалываем заготовку и отправляем ее в духовку. Выпечка 6 минут при температуре 300 градусов Цельсия и еще около 35 минут при температуре 200-190 градусов Цельсия. Если вы живете в квартире, то скрыться от аромата выпекаемого хлеба на термофильной закваске будет у вас просто некуда. Смазываем крахмальным кисельком и оставляем хлеб для остывания минимум на 8 часов для того, чтобы он созрел и добрал вкуса с ароматом. Кто уже пек на термофильной закваске, знают, что такой хлеб – это совершенно другое измерение по сравнению с обычными хлебами, как в ароматическом, так и вкусовом плане. А при всей сложности процесса, потраченного времени, никогда не бывает жалко, поскольку качество превосходит все ожидания. Хлеб имеет сильный пряный аромат, который нельзя достичь обычной закваской, не термофильной, и имеет сладковато-кисловатый вкус. Вкус у термофильных хлебов никогда не бывает сильно кислым, его скорее можно охарактеризовать как спокойно, мягко кисленький. Скорее это кислинка такая чуть-чуть лимонная. Мякиш у них никогда не липнет и не залипает, он упругий,
Вкус приятный, аромат фантастический. Ну а я на этом с вами прощаюсь и до следующего раза.